Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только долгие обзоры. Почему? Потому что здесь я тестирую девайс в первую очередь на автономность и в способность в принципе выдерживать довольно сильные нагрузки. Какие конкретно? Это просто. Вы включаете Twitch, одновременный стрим на Twitch и игру. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, и сейчас съемка ведется на фронталку смартфона Redmi Note 12 глобальной версии прошивки, но не глобальной версии. То есть это китайская версия с накатанной глобалкой. Накатанная глобалка стоит неплохо, прямо скажем, это раз. Два, глобальная версия у меня тоже будет на обзоре, но где-нибудь через недели-две. И три, смартфон меня реально за свои деньги порадовал прямо конкретно. Насколько он хорош, что он может, как, опять же, вот сейчас фронталка и микрофоны работают, как он может снимать, вы увидите в основном обзоре, а здесь вы увидите результаты синтетических тестов, в принципе, основное. И в первую очередь, да, тест автономности, сгруженный с Твича. Огромное спасибо всем, кто пришел, смотрим. Это уже основная камера Redmi Note 12. Напоминаю, меня зовут Саня, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал в описании. Там море примеров, кстати, видео и фото с этого девайса в zip-архивах. Скачивайте, смотрите, сравнивайте. В целом они молодцы. Прямо, еще раз повторяюсь, молодцы. Смотрим. Это 1080p 30 fps, ночи. И давайте договоримся, мы сэкономим нервы друг друга. И в принципе этого ночного примера нам хватит для того, чтобы понять, что среднебюджетники-то не особо могут. Это не ультрабюджетник, но это бюджетник. И ночная съемка это всегда тяжело, даже для флагманов, не говоря уже о устройствах в разы, в десятки раз дешевле. Польза.нет Live. Конкретно сейчас на Твиче я провожу стрим, основной канал Польза.нет, 375 тысяч подписчиков. Надеюсь, что вам интересен аппарат. Сегодня мы будем с вами гонять смартфон под названием Redmi Note 12. Притом здесь у меня прошивка глобальная. Но это не глобальная версия. Чем отличается, расскажу в обзоре на глобальную версию. Обзор на этот аппарат, скорее всего, сегодня же вы увидите, может быть, завтра посмотрим. Но вот сейчас я буду гонять его в Твиче для того, чтобы понять, насколько он живучий, это раз. Два, насколько у него хороша фронталка, вы видите. Я сейчас стримлю вообще в 1080p 60 fps. И если он, в принципе, вывозит это дело, то это волшебно. Как работают микрофоны, вы сейчас слышите? Вполне возможно, микрофоны здесь ни при чем, если вы слышите слишком громко или шумы, потому что я их настраиваю сначала в процессе. Напишите, как меня слышно. Стык, привет всем, кто приходит, большое спасибо. Почему? Потому что вы помогаете настраивать нам возможности для тестирования в первую очередь. Что я могу об этом аппарате сказать? Давайте я лучше покажу в цифрах, и вы все поймете. Почему? Потому что они здесь постарались, но получилось ли? Ну, мы видим, что во всяком случае стрим он вывозит какое-то время. Выходим в игровой процесс. Так, ага, уже все, уже. Нет, получается у него выйти в игровой процесс. Отлично, показывает он то, что надо. Мы сейчас абсолютно бесконечно прекрасно заходим в AIDA, и вы видите все спеки. То есть система у нас на данный момент подтормаживает. 4 гектара оперативы, лично у меня, разумеется, есть больше. Bluetooth версии 5.2 и по большому счету 128 гектар внутренней памяти. Разумеется, здесь безумный подбородок, разумеется, ЦПшечка здесь новенькая, Qualcomm Snapdragon Gen 4, Snapdragon 4 Gen 1. При том, что он, хотя и не особо такой супер мощный, но в целом он зато свежий. Батарея на 5000 мАч, но она здесь особо космически не держит. Сейчас поймете почему. Надеюсь, что он не повиснет, и я покажу вам остальные спеки. Если говорить об экране, вот смотрите, у него есть яркость. Ага, все, вылетел, наверное, да? Или нет? Нет, не вылетел. Яркость, черт, бог с ней, а вот 120 Гц, видите, максимум. То есть они пожирают довольно много ресурсов, это раз, и два, довольно сильно пожирают батарею. И сразу о тех, кто планировал купить этот смартфон вне глобалки, видите, какое дело? Здесь нет GPS, ой, NFC, а GPS, разумеется, есть. А если говорить о каких-то особых спеках, конкретно о PC-марке, о том, насколько он живучий, по идее, это должен быть смарт очень живучий, ведь это бюджетник. Можно сказать, близко к очень ультрабюджетнику. Но он живет всего 7 часов 3 минуты, это на максимальной яркости.
и максимальной герцовки. Может быть, сегодня я еще погоняю его в герцовке похуже и в автояркости. Возможно, он покажет, я надеюсь, что он мне покажет часов 15, потому что это, конечно, ни в какие ворота не лезет. 10 тысяч баллов в перформансе — это нормальная цифра. Пишем, есть ли тормоза, как видно, как слышно. 6 нанометров, я в курсе. Микро работает, отлично. Все остальное Android 12 версии вы видите. По камерам ничего космического, но фотографии уже с этого смартфона я скидывал в телеграм-канал личный. Можете их посмотреть. Сейчас я попытаюсь зайти в Antutu. Не факт, что получится, потому что он иногда слетает. Если заходишь туда, то когда показываешь спеки, он говорит «до свидания». Нет, 335 тысяч баллов, разумеется, никакого запаса есть. Нет, минимум необходимо нам, минимум 400 тысяч для комфортной жизни. Здесь у нас только 300 с лишним, к сожалению. Но, по идее, он, вот, допустим, обычный тест Antutu 3% съел. Стресс-тест показывает, что процессор вообще никак не оптимизирован. С другой стороны, опять же, чего мы хотим от ультрабюджетника. И Storage тест показывает нам довольно медленную память, 24 тысячи баллов. Ничего космического, ничего волшебного, ну а что делать? Запомнили мы 95%, правильно? И сейчас благополучно уходим в Tacticool. В Tacticool мы да? Слишком громко. Вот сейчас лучше? Напишите. Мне кажется, он вылетел. Нет, не вылетел, смотрите. А вот в целом смартфон заправляется, потому что при тех же манипуляциях, в принципе, другие смарты у меня выкидывали из игры. Стало лучше. Ну вот. Я говорю, каждый раз необходимо, чтобы кто-то пришел на стрим и сказал, чтобы сделать микрофоны. То есть это стандартная история. Но опять же, если вы будете стримить, для вас это тоже штатно. Значит, я вход запишу, напомню, что микрофоны будут... И правда много всего висело. Теперь пробуем в тактику. Раз, два, три. Не тянет, тянет, все. Только переключиться бы на игровой режим, и все будет хорошо. Раз. Есть, переключился. Главное, чтобы он не вылетел в самом начале, и тогда все будет хорошо. Он просто выгружает лишние приложения, и Twitch, разумеется, он считает лишним. Но напоминаю, что, допустим, для примера, Tacticool был загружен в систему, получается. Я попытался загрузить Twitch. Но сейчас посмотрим. Если не получится, я попробую хотя бы Genshin. Ой, не Genshin хотя бы, PUBG. Легкий, может быть, загрузить. В эфире. И... Надеюсь, что не вылетит сейчас. Барабанная дробь. В какой-то момент времени он выкидывает. Но сейчас я включил автояркость. По идее, должно быть потребление меньше. Плюс поставил 1080p 30 FPS на вывод. И вполне возможно, он вытянет. Но не факт. Но я надеюсь, что вытянет. Я сейчас еще и зарядник подключу. Но смарту одна... Чтобы не вылетал. Вполне возможно, может помочь. Но если это не поможет, то уже значит все. Надо будет искать другую игру для тестов в Твиче в онлайне. Для бюджетников. Хотя Tacticool, опять же, не такой он прожорливый. Играть я в него играл, это дело не тормозило. То есть, видите, кружочки крутятся, и вот сейчас у него идет прогрузка основная. Крутятся, Twitch не выкинул, и уже долго. Можно игры Тетриса, можно и шахматы протестировать, можно и браузер посмотреть. Можно и совместный просмотр какой-нибудь лабутени устроить. Есть, получилось. Я теперь знаю, как делать, друзья. Все, запоминаем. 95%, только сейчас я скидываю зарядник, потому что я запускал его на зарядке. Включаю секундомер. И хотя бы минут 30 мы поиграем, для того, чтобы понять, что с этим смартом. Единственная автояркость. Отключу и включу максималку, потому что так нечестно. Вылетит, значит вылетит. Будем знать, что только в автояркости можем бюджетники тестировать. Так, по настройкам потом посмотрю. По процентам мы запомнили, да, 95%. 95, все. Секундомер пошел. Все, вроде бы.
Алекс, я просто включил отключение энергосбережения на на этих двух программах полное. Это прикол может быть у Xiaomi, что он выгружает. То есть у них будет поедание, конечно, большое, но я пока не вижу, что слишком тормозит. Вообще игра сама не тормозит. Возможно, Twitch будет подтормаживать по видео, но пока что-то он грузит. И это что-то, в принципе, эффективно отрабатывает. Так, и вот так, в принципе, мы сможем немного помочь команде, если они доживут. О, ничего ж себе. А как это он выжил? Он прыгал, что ли? Есть. Главное, чтобы нашу сумку взяли, правильно? Напоминаю, что игра не для детей. Не стоит детям играть в эту игру. Не советую давать им играть в нее. Ни в коем случае. И... Да, заблокировал я проход, проезд, пробег. Есть, почти. Не получилось. Так, ну все, мы проиграем, потому что команда, конечно, не то. Почему? Потому что фактически я их прикрывал, а они не помогли мне никаким образом забрать. А вернуть такие штуки не возвращают обычно. Так, стоп. Еще и под поезд всем попасть, а этот перекрыт один. Ему, конечно же, придет благополучный конец, к сожалению. Ну ладно, маленькое, может быть, попробую поиграть. А, наш забрал сумку. Все отлично. Главное теперь позволить ему доубежать. Да ладно, вот это я неудачник. Я хотел около белой машинки выпрыгнуть. Так, ну что, пока мы ведем, видите, я не прав. Как звук, как микро, понятно, что ультрабюджетник. А, забрали они красные. Сумку забрали. Данил, привет. Привет, и все, и прикрывать. Дальше прикрывать отход сумки. Все отлично. Ну и все, теперь они идут, получается, не кучкой, а по два. Пока они будут идти по два, ага. Вот это был фейл с нашей стороны. Где сумка-то наша? Сюда одну гранату бросите, все. Почему он здесь бегает, на чужой базе? Очень неразумно. Пока мы живы, разумно, а потом будет неразумно вообще. Ух ты, ёшки, все. Кирдык. Не успел. Так, 59, наверное, выиграем. Как у кого пошли выходные? Да, против пулемета. Пока ничего не понятно. Стык, это про что именно? Ничего не понятно в плане микрофон вообще никак не работает? Или что именно? Или непонятно, как выходные? А, выходные еще не прошли. Они еще не начались толком, да? Пятница, развратница. И есть. Все равно самый полезный тип всегда с, разумеется, сумкой. Миссия не выбегать, да? И все. Тут как не бегай. Пам-пам. 92. Народ подтягивается. Всем еще раз привет. Доступ к Discord сообществу. Я думал, эта катка обречена. Я тоже так думал. Видите, я вообще не в фаворе, кстати. А нет. В фаворе 39-2-0. Все-таки что-то полезное я сделал. Все сегодня смотрели мой обзор на Oppo Watch 3. Еще будет на Oppo Watch 3 Pro.
Кто еще купит, да, часы за двадцатник бесполезные в России? Теперь буду думать, как их продать. Обратно в Китай везти, чтобы продавать, да? Но на 3 Pro, наверное, будет через 2 дня. Все-таки. А завтра будет вот на 12. Подтормаживает чуть-чуть смарт, но я гоняю его, кстати, в чехле. И хочу отметить, что ему плохо, разумеется. Так, и давай. Раз, два, все. Главное, мфраг не отдал. И сейчас у нас идет перекос в сторону нас. Мне кажется, бездумная команда, потому что вон они идут тусовкой. И один там отдельно бегает. И еще тормоза начались. Так, нет, нельзя близко подходить. Хотя, видите, у тех тоже бездумцев хватает. Игроков таких себе. Так, и есть. Все. Грамотно все раскидал. А зачем они сюда вышли отставляться? Ну ладно, им виднее. Тормоза. Получается, через сколько они начались? Что-то я засмотрелся на тормоза. Через 9... Какой 9? Вообще мало времени прошло. Уже тормоза начались. Они меня вообще не видят. Как так может быть? Все, пора уходить. Мне шальной пулей выпадет. Все. А у нас типа снайпера, по сути. Вот что вывозит. Они не понимают, что с ним делать. Сейчас меня лупанут. Ну ладно. Через 7 минут начались, получается, да. Давайте чехол снимаю. Снимаю через 7 минут чехол. Хотя он не сильно перегрелся, но мне кажется, что влияет все-таки довольно сильно. Бюджетник. Даже 400 тысяч этих нету. Опа. Есть. Опа. Ёшки. Есть. Все, повезло. Прикрыли. Перезаряжаюсь. Не думать, что я его просто оставил. Если уже начался перезаряд, лучше его закончить. Экономим время. О! Так, и товарища 2, получается. Блин, не успел. Не успел прыгнуть, но пока есть надежда. Если наши сильно разбегаться не начнут. Они уже разбегаются. Не разбегаются все-таки. Но я говорю, главное коллективом играть, а не единолично, как, вот, допустим, красная команда единалами. И все пытаются вблизи работать. Винчестерами. Неразумно. Так, ну все, здесь надо будет перезаряжаться. Нет, не успела бросить гранату. Кто-нибудь меня слышит? Плюсики ставим хотя бы. 10 минут уже отстрелялся аппарат, и он молодец, я скажу. Я думал, что все быстрее закончится. Стык, спасибо большое. Ох, как хорошо они отбивают. О, я даже не думал, что он может пробивать это дело. Надо было гранату бросать. Добрый вечер, Добби. Волшебный пятничный вечер. Раз. Ух ты, ёшки. Ну, помочь я помогу, а подходить я не буду, жизни нет. Все, 70. Повезло. Опять. Ей. Ладно, продолжаем банкет. Продолжаем. Великолепно. Вот чем хороша игра, она практически моментально ищет соперников. Либо много играет народа,
Еще раз повторяю, что никаких коллаб ни с какими играми у меня за 5 лет не было. Вот. Не думаю, что они будут, потому что я опасаюсь этого дела. Не с точки зрения того, что там народ донатов закинет, еще что-то. Все на тоненького. Люди могут прийти, допустим, накидать донатов, а игра закроется для нас, да? Supercell. Даже комментировать не хочу. И понеслась. А, стоп, понеслась. По-любому надо вот так делать. Даже безапелляционно. Вот так, все. Помогли товарищам, помогли себе. Все. Теперь 5 к 2, то есть у нас 2 трупака там. Надеюсь, они не побегут. Ну не бегите сюда. Я прикрою. Вот раз, два. И вот третьего сейчас прикрою, получается. А что это? Я нажал на что-то? Я же не нажал ни на что. Есть. Все. Так. Ну ладно, хотя бы отвлек. Во всяком случае, наша сумка. Я считаю, что если кто-то отвлек больше, чем 2 человека, то все, зашибись. То он молодец, и если сумка у команды, то все сделано грамотно и правильно. Тем более, вот все, рассредоточили их. Пиксельно началась катка. Пиксельно, но грамотно. И здесь нужен либо снайпер по мне у них, либо коллективом идти прям плотно. Выцеплять нас по одному, потому что здесь, конечно, бесполезна вот такая вот беготня. Даже если у тебя эпичный какой-то герой, когда все стреляют более-менее прилично. Ну, он там грамотно, чувак, пробежал. Но не совсем. Если сумка осталась, то неграмотно. Плотность огня решает. Вот если, говорю, 2 человека хотя бы стоят с оружием, уже все. Уже нереал вывести. Тем более сумка перемещается, и типов, которые ее защищают, море. Один начинает стрелять. Вот смотрите, как хорош вообще. Хорош. Так, и почти добил. Но, говорю, вот если сумку потерял, уже надо коллективом работать. Они сами по себе так неплохо играют. Каждый по отдельности. Если посмотреть всех, то нет. То есть коллективно нехорошо у них получается. Ну вот, добили, все. Пам-пам. Микро не закрываю пальцами, стараюсь не закрывать. Но не факт, что получается, к слову. Просто количество людей за предел. Ну, еще пытаются, смотрите. Но мне кажется, это уже боты. Хотя, может, и сами игроки. Что, в принципе, сейчас уже бесполезно играть. «101-12». Так, а кто я? Неумолимый убийца. Хорошо. Зона 39. Опять захват сумки. Или, как говорится, снова. Заметьте, Twitch до сих пор не вылетел. Матрица. Матрица. Так. Пробуем. Опа. Думал, это может делать только одному, да? Да ладно. Ну, гони, 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 гони. Есть. Вот так, да. Да. Их хорошо все. Есть. Получилось. Смотрите-ка, 3-7, вообще все плохо. То есть 3-7 это прям вообще плохо. Есть. 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 Главное прикрыть чуть-чуть. Да ладно. Ладно. Пробую. Пробую.
Но если они меня не прикроют... А, прикрыли. Ну ладно, я хотя бы донес сумку. Ну молодец, здесь гранату надо бросать. Так. Прикрыли. Не успею догнать. Ну что ж ты такой тормознутый-то, а? Все, хана нам. Тип ушел. Хотя, может, нет еще. Нет еще. Не до конца он убежал. А, да ладно. Короче, он решил поиздеваться. Ну, решил поиздеваться и в итоге погиб, как я понял. Но уровень позволяет ему издеваться. Да. Все, хана нам. Слишком они эпичные. Джейсон 4-го уровня. Уже не вывести. Они сумку просто издеваются, не дают брать. Мне кажется, она ему не нужна. Вот так. И вот так. Это бесполезно все. Хотя, может быть, еще успеем хотя бы сумку взять. Нет, все. Да, в нули. Ах ты, ёшки. Ничего ж себе, как плотно. Но еще и вчетвером идут. Вообще грамотно. Нет, суммарий сейчас потеряется, и за минуту мы не восстановим. Хотя, сейчас увидим. Может быть, их гранаты раскидают. А сумка довольно быстро дает много баллов. Так. Так. Отлично, у нас двое. И никто не прикрывает. Саня, привет. Стоит ли сейчас покупать Red Nubia 8 Pro или лучше взять... А я против Nubia вообще. Поэтому не могу ответить, в принципе. Все. Хана, у нас забрали сумку. Еще и набили народа. Фрагов. Космос. $40.63. Есть волшебный совет. По поводу чего? Слушаю волшебный совет. Закончить с Ютьюбом какая-нибудь такая штука. Искрометным юмором. Нет? Или про игру? И кто я теперь? Король дороги. Ладно. Чтобы не расстраивался. Забиваешь браузер Nubia Red Magic 8 Pro и сравниваешь детально. Стык. Зачем это Nubia? Зачем? Зачем? ZTE. Я, по-моему, даже... Хотя, может, ее даже купил. Надо посмотреть. Я набрал еще 6 смартфонов, но, по-моему, нету. Так, и здесь у нас война за сумку тоже. Кому-то нравится острое, кому-то невыносимо больно. Понятно. Так, ну вот это вот неразумно, ну хорошо, спасибо. Покупая ZTE, можно забыть о поддержке, да? Но с другой стороны, вот, допустим, у меня товарищ пользуется Nordom 2, почему-то он считает, что это субфлагман. Я ему как бы пытался объяснить, что 9 Pro, потом 9 девятка, потом 9R и потом уже Nord 2, но он не услышал. Подумал, что это тоже субфлагман. Все, сумку забрали, можно играть. Отвлек, как говорится. Теперь можно строить оборону и играть. От обороны играть всегда проще, особенно на таких крупных картах с пулеметом. Ух ты, ешки, да. Единственное,
разумеется, будет граната. Пусть подъезжает. Так. Все. Подожду, пока все поднимутся. И все. Да без проблем. Главное самое — оставить сумку. И все. Остальное все мелочи жизни. А без тачки вернуть сумку почти нереал. Ага, снайпером работает. Ну, пусть работает. Не на мне. Что, еще один снайпер? Нет. О, ешка. Хорошо. Так, уже 50. Еще если минуту продержаться, то там у них бесперспективно будет. Есть. Так, жизни восстановились. Да, снайпер вообще хорошо работает. И этот вообще монстр, коп. Так, это снайпер. В топку пусть. Два снайпера друг на друга работают. И хорошо. Все. Ну, считайте, уже все победили, потому что минута осталась. 56 они не отыграют. Прям бесит этот тип. Еще и сидит. Надо сидя тоже было бы поиграть. Разумно бы было. Но, по-моему, с пулеметом не присесть. Я не вижу, чтобы можно было присесть. Это уже другая тема. Не дай врагу тебя убить. А, есть. Можно сесть. Даже не думал об этом. Если есть возможность накатить любимую ОС, то вообще не важно, есть поддержка или нет. Да. У меня знакомый Sony ZX ходит. Знаете, сколько у меня знакомых ходит с тапиками без вообще экранов? Много. Спойлер. У всех свое. Просто очень многие уже работают практически через телефон. От этого никуда не деться. Просто никуда. Забрать награду. Ладно, потом. Играем. Видите, взял сумку и все, самый ценный игрок. Та-да. Главное взять сумку. Так, здесь защита. Здесь с пулеметом, если честно, делать нечего. Ну ладно. И рейтинг у них покруче, видите? Я уже начал обращать внимание. Там тип с платной винтовкой, этой одноразовой. О! Они на Б идут или мы на А? А где? Кто на Б, кто на А? Почему мы не идем на А? А. Накатывать это такое. Дмитрий, ты дошел? Привет. По-моему, на прошлом стриме я тебя не видел. Или видел? Или не видел? Напомни мне. О, вот это уже серьезные типы. Серьезная заявка на победу. У тебя, скорее всего, будет здесь граната, но я все равно сяду. Да, видите, сколько гранат? Я как знал. А, даже не граната. Динамит. Мне кажется... О, а как так? Угу. Надо было две точки, типа, захватывать, я понял. Ладно. Ага. Тип грамотно лупит мачете. И ушел он. А, куда это я не... А, это меня сожгло. Еще меня и винтовкой лупанули. Которая одноразовая. Противотанковая, которую купить можно. Вот он баланс. Все ради того, чтобы люди скинули и купили оружие платное.
Ну ладно. Угу, бомбочка. Угу. Вообще ничего не понимаю. На прошлом не было, у меня тут приключения. Ковид. Я вообще уже забыл про ковид. Так, ну что, работаем вблизи, как говорится. Сбоку. Огонь везде. Я вот тоже забыл, и тут опять. Так. Ну, главное сплюнуть и самому не цепануть. Тебя опять же цепануть. Мне кажется, сейчас все тоже будут болеть. Такая фраза цепануть. Не застрахуешься ты от этого. Так, точку А и надо... теперь они, враги, точку Б захватили. Зашибись. Матрица. Решето. Решето номер 2. Не успел. Надо было подорвать себя. Я так и не понял, так кто выиграет, если... Вообще, по-моему, никто. Если сейчас не будет ничего. Ну, какая-то эпичная команда, потому что я вообще не тащу. Они тащат одни фактически. И такой бесполезный тип достаточно. Ну, он 1-1 сделал, и все. Все, уже теперь их точка. По-моему, на момент, если окончание будет их точка, то они победят. Возрождение. Нет, вот эти 25 секунд надо отбить, по-моему. Значит, будет еще 20 секунд. 16, 14. 15, 5, 4. Все. Чувак с мачете, как всегда. Победа. Ничего ж себе. Не шутя, как говорится. Мы уже отыграли 28 бодрых минут. Кстати. Остросюжетненько, да. Я прям был уверен, что проиграем. Ну, разумеется, меня здесь нет в топе 3. Потому что типы были эпичные. И на этой карте, конечно, данная пушка абсолютно неразумна. А вот на этой разумно. Это даже не самый печальный. Вон там есть алкоголь какой-то. А у другой команды есть плеер 7108. Прикиньте, со мной там какие-нибудь дети 7-летние играют, и я дядька под 40. Такой, да, лупи. Забавненько. Так, и... Есть. Не надо вот это вот, мне кажется, не заминировал. Первый раз у меня кто-то садится. Я теперь прям не могу на неправильном подходе играть. Во, тихо. Есть. Ну давай, стреляй. Он потух. Два. Очень грамотно, только не стреляй сейчас. Вот сейчас стреляй. Есть. Есть.
Так, ну мне кажется, они эффективно закрывают от типов, потому что мы их тоже здесь крошим прилично. Ну, давай, 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 давай. Есть. Что мы их в основном-то не выпускаем отсюда. О, пробежал там один. Есть, успели. Один всего пробежал. О, два тут. Не успели? Успели. Опа. Есть. Ну, этого они одного как-нибудь победят. Вот этих двух надо брать. Есть. И есть. Ну давай, стреляй. Есть. 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 О, они забрали сумку. Ничего ж себе. Там как-то дети совсем уж крейзи. Как можно было отдать сумку? Да? Пусть даже осталось минута 18. Нельзя. Какие бы не были эпичные враги. О нет, ну что это такое? Unlock. Хотя бы забери сумку тогда. Идите. Почему сумку-то не забирать? По времени много сегодня. Ну ладно. Так, сейчас посмотрим. 95% было, 86%. То есть, в принципе, 18% сейчас. Вообще нормально. Вообще хорошо. Кстати, тормоза прошли, но это я чехол снял. Будем считать, что это все было дело в чехле. Снайпер. Безумное количество снайперов просто. Снайпер на снайпере и снайпером погоняет. Победа. Так. И сегодня только победа. Нет, проигрывали мы. Я опять король дороги. И... Нет, камера включилась. Ну и основная камера Redmi Note 12, что я могу сказать в итоге? В итоге смарт вывез. Да, не без проблем, да, вы видели обрывы или еще что-то, но он может и способен работать. Есть ли у него запас? Нет. Является ли он ультрабюджетником? Нет. Он чуть-чуть выше, чем ультрабюджетник, но до бюджетника по мне не дотягивает. Есть ли у него варианты поинтереснее в таком же корпусе чуть-чуть дороже? Конечно, есть. О них я тоже вам расскажу. И о глобальной версии данного смартфона расскажу, еще раз повторяюсь, наверное, через недели 3, когда она выйдет. Ну, я думаю, что она выйдет. Всем добра, подписываемся на канал с колоколом, пишем в комментах, что еще купить на обзор. И не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Огромное спасибо, еще раз повторяюсь, за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.